Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И сегодня у нас на обзоре советская ПТСАУ 7 левела, проходная прокачиваемая ветка Су-152. Да, вот такая вот интересная машинка. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем, конечно же, с бронирования. Итак, господа, коллижн модель нашей Су-152 по бронированию. Нижняя самая тоненькая полосочка, единственная в корпусе рикошетная, да. Но она прям вот самый-самый низ. НЛД 63 картон, центральная часть 96, 184. То есть вот стык ближе к ВЛД вот с этой стороны у нас 96, а вот здесь стык ВЛД уже 184. Вот здесь ВЛД сотка, воротник 131. По корпусу дырявая НЛД в целом, крепкая вот эта полоска и воротник. По поводу рубки у нас маска 166, 200 рикошет, внизу 142, но под стволом есть 66, вот здесь 71, здесь 70. То есть прям вот вокруг ствола дырки, а в целом все остальное очень неплохо защищено. Основная бронеплита рубки 83, 83. Здесь у нас рикошетные щеки. То есть сюда лучше не стрелять и в маску. Бить надо вот в рубку, либо в НЛД. Боковое бронирование 60-62, но углов горизонтальной наводки не хватает. Танковать от борта мы не можем. По основным модулям. Я рекомендую этой ПТшке для подвижности прокачать и двигатель, и ходовую. ПТ очень медленная, обязательно качайте, без них прям вообще будет очень туго. Обязательно топовый раз, потому что мы охотник, кустовой в первую очередь, там, хоть и поддержки, да, но все равно стреляем по засвету союзников, даже вне кустов. В любом случае нужна топовая рация. Ну и, конечно, топовое орудие 122 миллиметровочка. Вот есть тут один момент, нюанс, да. Называется ПТшка Су-152. Правильно? Правильно. Вопрос. А почему топовое орудие 122 миллиметровка? Ай-яй-яй-яй, что-то напутали. Ладно, альфа у нас 390, 530 на фугасе, 175 пробития на основном снаряде, 217 на голде, 64 на фугасе. Заряжается на стойке 7,4. ДПМ, ребята, посмотрите, какой у нас ДПМ на 7 левеле. 3162. Нифига себе. 0,41 у нас точность. Ну, ее нету, да. 2,9 секунд. Опять же, на стойке время сведения тоже некомфортное. Некомфортно. Да, быстро заряжается пушка для данной альфы, но реализовать порой очень тяжело эту альфу. Ладно. Касаемо полевой модернизации, во втором блоке облегченная ходовая, в четвертом блоке притирка шестерни наведения, в пятом блоке настройка эжектора. Касаемо оборудования, я поставил все на пушку, еще сильнее раскачать возможности ДПМа пушки этой. Поставил прицел для лучшей точности, досел и вентиль. И вам это рекомендую. Я видел, как и вижу на картах, да, игры, как многие катают на этой ПТшке со стереотрубами, с маск-сетями. Ну, бред, ребят, у нас изначально хороший ДПМ, и его нужно еще улучшать. Надо вообще на всех танках всегда стараться улучшать и без того уже сильные стороны, чтобы просто безумие было. И вот благодаря такому оборудованию у нас ДПМ уже почти 4К. 3900, и это на 7 левеле. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, летит 800 метров в секунду. Голда подкалиберный, летит 1000 метров в секунду. Осколочно-фугасные летят так же, как и бронебойки. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил доп. Паёк. У нас 5 членов экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. И по плюсам и минусам машины. Ее основной плюс этой ПТшки — это ее ДПМ. Да, альфа у нас не самая жирная. Хотелось бы какие-нибудь 550 видеть, а у нас ДПМ был бы там, не знаю, под 5К. Но у нас есть минусы по данной ПТшке, которые мы компенсируем по пушке. Да, альфа, ДПМ,
Скорость заряжания орудия. У нас нету УВНов, минус 6, это минус. У нас достаточно медленные снаряды. На основном снаряде, да, ББшка медленно летит. Голда неплохо. Фугас тоже медленный. Что такое 800 метров в секунду? Это минусы. У нас более-менее точность стала 0.36. У нас штрафы висят, кстати, 0.33 будет, если экипаж переобучить на 100%, то есть покатать на этой ПТшке. Да, у нас неплохая точность, но все равно некомфортное время сведения. 2.71. Ну что это такое? У нас, учитывая, что нету брони, мы кустовая, как поддержки, кустовая это поддержки, да. 870 метров в секунду, 870 хп, учитывая, что броня у нас такая достаточно посредственная, ну, нормально, наверное, хотя мне кажется мало. По мобильности 43 вперед, 11 назад, почти 13 лошадей на тонну, к сожалению, менее 15 лошадей на тонну говорит о том, что максималку свою данная ПТшка будет набирать очень долго, просто невероятно долго. Да, у нас есть незаметность, просто экипаж, который сидит в данной ПТшечке, у нас не обладает перком незаметности, но на где-то 34-36% вы точно можете рассчитывать, если вкачаете перк у всего экипажа. Вот, по обзору 358 метров. И как для 7-го левела, ну, слепые, что. Да, у нас ничего особо, кроме вентилятора, на обзор нету. Ребят, еще раз, играется за счет ДПМа, да, поддержки, нужен свет, все такое. Вот, ну, ребят, альфа плюс время заряжания. Вот что решает на данной ПТшке. Отправляемся в бой, посмотрим, как она себя ведет в бою. Так, господа, обзор боем у нас. Су-152, советская ПТСАУ 7-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Попали в сета против восьмерок и шестерок. Ну, с семерками, шестерками мы еще будем эффективно драться. А вот против восьмерок мы уже неэффективны, да. Хотя, в принципе, можно и их. Но когда уже сделают одноуровневые бои, я, честно говоря, вообще не понимаю. Почему шестерки вот сейчас в этом бою должны драться против восьмерок? Это что, честно, что ли? Ненавижу на самом деле картошку за вот эту херню. Сколько лет уже прошло, игре больше 10 лет, и до сих пор идут какие-то нечестные, не одноуровневые бои. Кромвеля пересветит. Дрянь это. Кромвелю надо въезжать. Ух ты, какой гражданин. Ух ты. Я до конца не свелся, но... Блять. Ну, Кромвель просто.
башку. Пробили башку, все, можно вперед. Чуть-чуть можно. Зеленку надо зачищать. И куда он делся? А никуда он не делся, он стоит. Вот, трутл, имба. Имба. Все, забили имбу. Ребят, ну 2К дали. На семерке. По сути, турбослив у врагов 15-5. Успели. Да, потому что не засали, в кусты спустились. Маловато, конечно. На данном агрегате с такой альфой надо давать хотя бы 2500. Вот. А на восьмерках 3, как я всегда говорю, 500 не добрали. Хорошая ли это ПТшка? Спорный вопрос. Второе место заняли, кстати, в бою. Особо ничего не сделали, а второе заняли. Трудно она все равно реализуемая, потому что нету подвижности и брони. Вот. Либо дали подвижность хотя бы побольше, либо брони. Медленная, без брони, нету поворотной рубки. Ну, понятный тип ПТ-САУ, и поэтому на ней прям много. Вот будет ваша команда сливать, будете вы стоять в дефе, в инвизе, стрелять по засвету союзников, либо стоять там, как многие ездят на стереотрубах, сами себе светить. Треху 3500, может 4, а может даже больше дадите. В атаке такое себе. Вот сейчас мы дрались в атаке. По пятибалльной системе больше 3 баллов я этому агрегату не поставлю. Нет, не поставлю. ИСУ 152, восьмерка. Вот это уже другой агрегат, и он повеселее играется. А здесь все-таки альфа в 390 для такого класса техники и именно такого геймплея это маловато. Хотя бы каких-нибудь по альфе там, ну я не знаю, там 500, 50, что-то такое. Тогда будет нормальный урон настреливаться. А 390 нет. Вот, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У кого есть такая ПТ-САУ, конечно же, напишите комментарий, как вам этот агрегат, на каком оборудовании катаете. А я говорю, до скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.